эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Лиде Лайф. Она выпустила новый ролик под названием «Загорелась, я тоже это хочу». А Лида Лайф – это семья, которая потащила своих детей из Германии в Россию, в город Тюмень. У девчонки, у дочери какая-то болезнь, вроде теперь легче стало, как я понял это, но все равно что-то не так с этой девчонкой. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте нажать еще на колокольчик. Ну и если вы нажали на колокольчик, не забудьте захайпить это видео. Заходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь, читайте, там все интереснее и интереснее становится. Ссылка на мой телеграм-канал в описании этого канала. Заходите на канал Fuchs aus Deutschland. Она очень хорошо знает про Россию. Как я понимаю, она там родилась и очень долго там жила. Сегодня мы смотрим влог, который на первый взгляд просто про повседневную жизнь. Но если присмотреться внимательнее, тут можно разглядеть настоящую геополитику в тапочках. Да, все просто. Россия – сияющий герой. Германия – серый фон на заднем плане. Ну что, поехали. Алина и мама приехали в ЖК. Стали делать фотографии. И потом стали хвастаться. Смотрите, какие детские площадки тут. Да, детская площадка была. Но опять же, эта детская площадка была выложена плиткой. Вы понимаете, детская площадка, которая выложена плиткой. Для чего такая детская площадка? Вот скажите, пожалуйста. Тут придут дети, они даже поиграться не могут. Ну а следующее, если вы посмотрели внимательно, 25 этажей и несколько домов по 25 этажей. Сколько там квартир на таком этаже? Можете мне, пожалуйста, сказать? Возьмем 5 квартир. Сколько это фамилий будет на 25 этажей? И если каждая фамилия имеет по ребенку, и каждый ребенок в одно и то же время выйдет поиграться, например, на детскую площадку. Сколько места будет этим детям на этой маленькой детской площадке? Напишите это в комментариях. Про Германию всегда наши перебежчики говорят: здесь всегда дождь, очереди и строгие продавцы. Даже йогурт кажется каким-то угрюмым. Смотрим внимательно, камера снимает скучную улицу, а автор в это время уже ищет контраст. И да, контраст найдется. Да, вот так представляют наши перебежчики всегда Германию. Ну а теперь посмотрим, как они представляют Россию. Солнце светит, трава зеленеет, мир улыбается, даже если идет дождь. Кажется, что это художественный фильм счастья. Каждый кадр как мини-гимн стабильности. Вы бы и сами поверили, что в России всегда так. Вы знаете, так можно рассказать только про Москву. Или, например, про Санкт-Петербург. Или, например, в Тюмени, если только построили ЖК. Да, если только построили ЖК в Тюмени. Он красивый. Но посмотрим вглубь. Например, ЖК, которые построены где-то 5 лет тому назад. Как это все выглядит там? Посмотрите ролики на YouTube, и вы поймете, что все это только красиво и хорошо, если это только построено. И если это
находится где-то в большом городе, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в городе Тюмени, уже только если это новое. Вот так оно по-настоящему в России. Ну и скажем еще очень коротко про деревни в России. В России в деревнях нету асфальта, невозможно добраться до деревень. Деревня 2 километра от города, но не проложен асфальт, не проложен газ. Есть даже деревни, где еще и даже электрической энергии нету. Вот скажите, почему в такой стране, как Россия, случаются такие вещи, что даже электроэнергия не проложена? Даже если там 10 семей, или даже если там одна семья живет, это поселок, это человек, и он живет, как все вот эти перебежчики говорят, в великой державе. Так эта великая держава должна своему человеку помочь, или как вы думаете? И вот мы смотрим, что Али Даляев показывает. Ну что она показывает? Это просто показуха, просто показуха. Она показывает новые здания. Она показывает здания, которые построены 1-2 года. Все. Больше она ничего не показывает. Ну а как наши перебежчики говорят про походы в магазины, например, в Германии? Ключевой момент любого влога этих перебежчиков из Германии в Россию. Про Германию они всегда рассказывают. Тележка скрипит, продукты не такие ровные, йогурт слишком дорогой. Классическая демонстрация хаоса. Ну а про Россию всегда говорят: ровные полки, улыбчивые кассиры. Мир кажется гармоничным, как будто специально расставлено для убедительного кадра. Вы знаете, многие говорят, что, мол, мы рассказываем про Россию неправду, что мы даже не были там и не знаем и не можем ничего говорить. Но вы знаете, я могу вам одно сказать. Я был в прошлом году в России. Я был в Москве. Я был в Волгоградской области. Я был в городе Волгоград. Я был в Камышинском районе. Я был в городе Камышин. И знаете, что все это объединяет? А это все объединяет, что все магазины в плохом состоянии. И знаете, что я удивительное встретил там? Я встретил, что в магазинах продаются продукты, у которых срок годности уже давно истек. Вы понимаете, срок годности уже давно истек. В Германии эти продукты даже с 30% не стали бы продавать, потому что на некоторых продуктах были истекшие сроки уже по 2 месяца. А в городе в Камышине я увидел на полках сгнившие томаты и даже сгнившую морковку. Вы представляете, сколько лет или сколько месяцев, скажем, должно быть этой морковке, что она сгнила? И я так про себя подумал. Ну да, бывает. Может быть, не заметили коробку с морковкой, коробку помидор. Может быть, не заметили, например, истекший срок у рыбы. Все может быть. Просто человеческая ошибка или еще что-нибудь. Но я теперь видел в роликах у обманутого россиянина точно такое же. Значит, это происходит почти всегда в России. И вот знаете, многие эти перебежчики хвастаются, что магазины в России работают круглосуточно. Вот теперь я задам вопрос этим всем перебежчикам. Может, один из этих перебежчиков ответит в своем блоге, для чего магазины в России работают круглосуточно.
Вот скажите, пожалуйста, какой нормальный человек пойдет в час ночи закупаться? Или какая женщина пойдет в час ночи в России закупаться? И вот объясните мне, почему должны магазины работать в воскресенье? Неужели люди не успевают за 6 дней закупиться, чтобы один день в магазин не сходить? Ну и, конечно, этот один день был бы хороший день для продавщиц, чтобы они со своими детьми дома были и ухаживали за своими детьми, или за своим мужем, или за своей женой, ну если продавец, чтобы человек просто дома побывал. И тут я вижу большую разницу. В Германии о людях заботятся, в России нет. Все люди в России работают на износ за маленькую зарплату. Что такое 500 евро в месяц зарабатывать, если тебе даже в воскресенье надо работать идти? Теперь я вам, россиянам, раскрою секрет. В Германии, если кто работает на базисе, это 560 евро, то он работает 8 часов в неделю. Ну вот теперь подумайте. В России, например, инженер в Камышинском районе, в городе Камышин, зарабатывает где-то 500 евро. Так где люди зарабатывают больше? Ну-ка скажите-ка. Ну и, конечно, мы не должны забыть, что наша Алида Ляев показала нам, как она живет дома. Бытовые сцены. Чисто героические эти сцены. Например, кормушки для птиц, уборка территории, новые чехлы на розы. Это не просто хозяйство, это визуальная демонстрация заботы, стабильности и организованности. Ну что я могу сказать в конце этого обзора? Алида Ляев нам опять показала: солнце, дети, город, все хорошо в России. Влог, который вроде про повседневную жизнь, превращается в мини-геополитический сериал. Германия — серый фон, ошибки, неудобства, скука. Россия — сияющий герой. Порядок, гармония, идеальные детали. И да, автор ни разу не произнес ни слова политики. Но монтаж, музыка и акценты сделали свое дело. Смотрите сами, геополитика в тапочках существует. Если вам понравился такой обзор и хотите увидеть еще, как повседневный влог превращается в геополитический триллер, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях. Следующий выпуск будет еще ироничней. Обещаю. Ну а теперь я точно знаю, что вы хотите слышать. Вы хотите слышать, какая температура. А у нас сегодня где-то было 10 градусов. Нормальная такая температура. Куртки еще не вытащили. Все нормально. Ну а теперь я попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы на колокольчик нажали, захайпите это видео еще. Auf Wiedersehen и до свидания, мои дорогие, любимые зрители и слушатели и подписчики моего канала. Я вас всех люблю и обнимаю.